Современные круизные лайнеры представляют собой гигантские суда, предлагающие пассажирам удобный и роскошный способ пересекать крупнейшие водоемы мира. Задумавшись о масштабах этих судов, возникает вопрос, сколько же их существует? Чтобы ответить на этот вопрос и лучше понять эту индустрию, мы рассмотрим последние данные. Также объясним, почему количество лайнеров постоянно изменяется и как глобальные события и тенденции могут влиять на спрос на круизные путешествия. К концу 2023 года в мире насчитывается около 454 круизных судов. Хотя это число впечатляет, важно отметить, что не все они будут находиться в эксплуатации одновременно. Это связано с тем, что некоторые суда проходят ремонт и техническое обслуживание, другие находятся в доках из-за колебаний спроса или между рейсами. Обычно в эксплуатации находится около 300 круизных судов. Это количество распределяется между многочисленными круизными компаниями, такими как Royal Caribbean, Carnival Cruise и Disney Cruise, а также меньшими компаниями, такими как Holland America и Princess Cruises. Некоторые из самых известных компаний в отрасли обладают наибольшими флотами. Royal Caribbean имеет 26 полностью готовых к эксплуатации судов, а с прибытием лайнера Icon of the Seas их число выросло до 27. А компания Carnival Cruise имеет 26 судов. Значительное количество судов эксплуатируют также MSC Cruises и Norwegian Cruise Line, имея 24 и 21 судно соответственно. Некоторые небольшие круизные компании имеют всего одно или два судна, что также является значительным достижением, учитывая огромные затраты на строительство и эксплуатацию полноразмерного круизного судна. Как вам скажет любой представитель отрасли, строительство лайнеров зависит от различных факторов, поэтому оно может значительно отличаться в зависимости от года. Потребности рынка, экономические условия и даже глобальные события – все это сильно влияет на работу круизных компаний и судостроительной отрасли. Например, пандемия COVID-19 сильно повлияла на круизную индустрию. Ограничения на поездки, закрытие судов и общее нежелание находиться в людных местах привели к резкому падению спроса на круизы. Многие компании были вынуждены временно поставить в док некоторые из своих крупнейших судов, чтобы сократить операционные расходы, а другие воспользовались возможностью провести техническое обслуживание своего флота. Поскольку у большинства круизных компаний было больше судов, чем требовалось, в судостроении также наблюдался значительный спад активности. Тем не менее, в период восстановления после пандемии наблюдался огромный рост пассажирского спроса, поэтому многие круизные компании расширяют свои флоты. Это объясняет, почему количество действующих круизных судов значительно увеличится в 2024 году и далее. При этом в обычный год количество судов остается относительно стабильным, поскольку в год обычно запускается столько же новых круизных судов, сколько списывается. Например, в 2017 году в круизной индустрии было построено и спущено на воду 17 судов, и столько же было отправлено на слом. Только в 2022 году во всех основных круизных компаниях путешествовало более 20 миллионов пассажиров. К концу 2023 года это число значительно выросло, достигнув почти 31 миллиона человек. Средний лайнер вмещает около 3000 пассажиров. Учитывая, что количество находящихся в эксплуатации судов также растет, можно видеть, сколько людей каждый год могут насладиться круизным отдыхом своей мечты. По состоянию на 2022 год, если бы все 302 круизных лайнера, курсировавших в этом году, были заполнены до максимально безопасной вместимости, одновременно путешествовало бы 664 тысячи пассажиров. Это существенное число, особенно если учесть, что продолжительность большинства круизов составляет от 5 до 14 ночей. Учитывая, что они ходят непрерывно,
и могут перевозить такое количество гостей, становится понятно, как годовое число пассажиров может быстро достигать десятков миллионов. Как и количество круизных судов, строящихся в год, количество сдаваемых на металлолом также варьируется в зависимости от потребностей индустрии, состояния и стоимости обслуживания каждого из них. Как правило, судно выводится из эксплуатации примерно через 25 лет работы. Однако некоторые хорошо построенные и правильно обслуживаемые суда могут служить более 30 лет. Когда выясняется, что судно отслужило свой срок или признано небезопасным и больше непригодным для эксплуатации, его разбирают по сложной программе утилизации судов. Специализированные пункты приема судового металлолома тщательно разбирают судно, чтобы ценные металлы могли быть переработаны, а опасные материалы утилизированы надлежащим образом. Современная индустрия представляет собой сложную и динамичную систему, в которой число лайнеров и их эксплуатация постоянно меняются в зависимости от множества факторов. Эти суда распределены между различными круизными компаниями, от крупных игроков, таких как Royal Caribbean и Carnival, до более скромных компаний с одним или двумя судами. В заключение, круизные лайнеры остаются важной частью мирового туристического рынка, предлагая миллионам пассажиров уникальный и роскошный способ путешествовать. В условиях роста спроса и продолжающегося расширения флотов компаний можно ожидать дальнейшего увеличения количества судов и пассажиров, что будет способствовать дальнейшему развитию и процветанию круизной индустрии.